Мои дорогие, всем привет! С вами Карина. Добро пожаловать на расклад. Сегодня наша тема, что происходит в его личной жизни и что происходит в его интимной жизни. Загадывайте своего мужчину. Я думаю, расклад подойдет тем, кто сейчас на паузе, не в отношениях, расстались, поссорились. Ну и вы хотите, естественно, знать, что же происходит в его жизни. Для начала мы посмотрим на ваши отношения. Что было между вами, чтобы вы могли узнать, ваш ли это мужчина, ваш ли это человек. Что было между вами, ситуация. Настоящий момент или что было. Ну, смотрите, здесь вы заняли жесткую позицию, непримиримую по отношению к этому мужчине, потому что вы от него не получали желаемого, не дождались от него каких-то действий или конкретики какой-то, да, и вообще не получали то, на что вы рассчитывали, на то, что вы считаете, вы имеете полное право. У вас высокие стандарты. Вы женщина, которая знает себе цену, очень хорошо понимаете, что вы хотите от мужчины, что вы хотите от отношений. И вот здесь вот осталось чувство неудовлетворенности. Не было баланса в этих отношениях. Возможно, что вы ждали, давали шансы, может быть, вы сами вкладывали гораздо больше, чем мужчина. Мужчина изначально произвел очень хорошее положительное впечатление. Король Пентаклей, такой обстоятельный, солидный, да, все может. И починить все может, и заработать может. Но почему-то не сложилось. То есть, видимо, мужчина или себя переоценил, или он так представился вам, что рассказал о себе больше, чем на самом деле. Понимаете? Но вы-то тоже не лыком шиты. То есть вы его видели насквозь, по сути. Очень быстро вы его распознали. Потому что вы здесь королева мечей. То есть такая женщина, она долго обманываться не станет. Вы очень быстро его поняли. Что еще там у вас происходило? Ну, просто окончание отношений. Скорее всего, вы, именно вот как королева мечей, вы закончили эти отношения, приняли такое решение, потому что это не то, что вам было нужно. Но интерес остается, конечно, потому что были чувства к этому человеку. Поэтому сейчас вам интересно посмотреть, что же с ним происходит. Да, вполне возможно, что человек не свободен, что он женат. Как бы уже у меня 2 подтверждения этому есть. Ну и вы, скорее всего, об этом знали, что человек не свободен. Было очень много эмоций. Вполне возможно, что вы до сих пор еще испытываете к нему чувства. Вы еще полностью не отошли от этих отношений. Вы еще в них, несмотря на то, что вы сами же поставили точку. Возможно, и мужчина тоже куда-то исчез, пережидает какой-то момент. Я не исключаю, что мужчина еще захочет к вам проявиться, потому что он знает, что у вас еще есть чувства. Ну или, по крайней мере, догадывается, что у вас остаются чувства к нему. Болезненное было расставание. Если была попытка выяснить отношения, тоже была очень болезненная. То есть вот осознание этого, что отношения надо заканчивать, было очень болезненным. Но вы в этой ситуации, знаете, несмотря на то, что вы очень сильно эмоционировали по этому поводу, вы понимаете, что на этом точка еще не стоит, и у вас будут другие отношения, и что вы заслуживаете всего самого лучшего, и вы в состоянии вот эту боль пережить. Как бы тяжело вам не было, но вы свои эмоции даже особо никому не показываете. Вот. Вы все переживаете в себе, и, скорее всего, мужчина даже не подозревает о том, как вам на самом деле было больно. Вот такая здесь ситуация. Давайте будем смотреть теперь на другой колоде, на мужчину. Здесь у меня есть перевернутые карты в этой колоде. Они нам иногда подсвечивают какие-то важные моменты. Итак, давайте смотрим, какие энергии сейчас витают вокруг мужчины, его настроение, мысли на данный момент. Настроение, мысли, планы. Что происходит с ним сейчас?
есть какие-то планы, мелочи, вот такие вот бытовые какие-то решают проблемы. Если мужчина женат, то проблемы решает семьи, находится в кругу семьи. Никакого движения серьезного в его жизни нет. Ничего не меняется. Вот ситуация как была, так она и остается. Как вы его знали с его ситуацией, ничего с тех пор не поменялось. Если мужчина не женат, в чем я очень сомневаюсь, потому что мне все-таки здесь показывают уже не первый раз, что мужчина находится в семье. Но если вы точно знаете, что ваш мужчина не женат, то, возможно, он что-то в кругу родственников что-то делает, оказывает какую-то помощь, что-то ремонтирует, возможно, помогает финансово. То есть какая-то бытовая рутина у него сейчас происходит. Но по большому счету ничего не меняется в его жизни. И, скорее всего, у него такое настроение и есть, что никаких перемен. Он застрял в каких-то мелких заботах, застрял в рутине. Это может быть рутина рабочая, дом, работа, дом, приготовление ужина, покупка продуктов. И достаточно скучная жизнь, вот я так скажу. Очень материально ориентированная, сколько потратить, сколько заработал, но никаких больших планов, больших надежд и сдвигов, ничего нету. И вот у него, наверное, ощущение, что он живет как в болоте. Вот такое у него настроение. Болотное. Давайте спросим, почему такое настроение, какие конкретные причины, что он ощущает себя вот в состоянии повешенного. Как будто бы он в клетке, как будто бы у него нет возможности куда-то двигаться или что-то изменить. Почему у него такое состояние? Перевернутая луна у нас выходит. Ну, смотрите, здесь что-то связанное с чувствами, с любовью, с женщиной. Королева чаш – это любимая женщина. Любимая женщина, с которой все непонятно и неизвестно. И он не смог проставить никакие точки над «и». И несмотря на то, что ему очень хочется эту ситуацию как-то изменить, разрулить, но он ощущает, что не может, потому что здесь очень много непонимания. Он не понимает собственных эмоций и не понимает эмоций вот этой любимой женщины своей. Может быть, это вы, если вы сейчас не вместе, да? Что очень может быть, кстати. А мужчина, кстати, привык решать заботы, проблемы, привык поворачивать ситуацию как нужно. То есть для него вот это сейчас непривычное состояние, странное. Потому что он не любит себя ощущать таким беспомощным. И вдруг вот так, он не может из этого состояния выбраться и сам даже не понимает, что происходит. И вот именно на эту перевернутую луну хотят обратить наше внимание. Здесь мужчина может пытаться заглушить свои чувства и эмоции, залить их вином или что он там выпивает. Могут быть очень смутные какие-то депрессивные состояния, настроения, когда человек буквально хочет забыть все, никого не видеть, ничто его не радует. Но вот это подтверждает состояние повешенного. И ему очень некомфортно. Очень. Потому что он, как я уже говорила, он не привык быть в таком состоянии. Он привык все решать. Как его нам показали сразу королем Пентаклей. Да? Это человек очень разумный, очень заземленный. У него все понятно, у него все разложено по полочкам. И вдруг вот эта луна. И эта женщина, которая смогла что-то с ним такое сделать своими энергиями, что он не понимает, в какую паутину такую он провалился, в какой туман он провалился, из которого выбраться не может. Ну хорошо, помимо этой женщины, что сейчас в его личной жизни? Если у него кто-то, помимо женщины, по которой он страдает, если у него кто-то рядом с ним, кто его интересует. Ну вот он сам пытается решить свои проблемы, пытается как-то восстановиться усилиями воли, силой мысли, да, вывести себя вот из этой луны, опять же, из повешенного, сказать себе, что я нормальный, трезвый, разумный человек, я не мог настолько влюбиться, чтобы
находиться в депрессии. У меня сроду никогда депрессии не бывало. Вот так он себе говорит. Пытается просто силой решения своего забыть эту женщину. Я не вижу никого рядом с ним в настоящий момент. По крайней мере, его мысли и чувства никому больше не принадлежат. Они все уходят вот сюда, да, в Луну, в королеву чаш. Мужчина просто пытается восстановить свою энергию и свое спокойствие. Для него это очень важно. Вот он прилагает усилия к этому. Но какие-то женщины вообще вокруг него есть. Никого здесь не показывают. Если кто-то и есть, то он эту женщину не видит. Она сейчас не является как бы предметом его внимания. Если даже она где-то существует теоретически, то он абсолютно о ней не думает, он ее не видит. Для него сейчас самое главное – это он сам, его настроение, его энергия, его счастье, спокойствие, благополучие, в том числе и финансовое, всячески хочет выйти из безресурсного состояния. То есть вот эта женщина, королева чаш, выбила его из колеи. Очень сильно выбила. И мужчина сейчас вот полностью на этом сконцентрирован, как бы ему вернуться к жизни буквально. У него здесь могут быть и болезни, физические болезни на физическом уровне, и вплоть до того, что какие-то финансовые проблемы у него могут быть. И сейчас вся его энергия идет на восстановление, на решение вот этих проблем. Он вообще сам считает, что у него наступила вот такая полоса. Надо эту полосу как-то переждать, надо из нее выбраться, выгрести. Как человек разумный, логичный и рациональный, он пытается все себе объяснить какими-то такими трезвыми, земными вещами. Он, похоже, вообще не может себе даже признать, что вообще-то он влюбился, и что все это у него происходит на его эмоциональном уровне, на ментальном уровне, что ему сначала надо решать вот эту проблему. Почему здесь еще перевернута Луна? Мужчина как бы отрицает. Он отрицает собственные чувства, собственные эмоции. Он не хочет себе в этом признаться. Он привык все решать такими понятными методами, способами. И вообще он не дружит со своими собственными эмоциями. Так, давайте будем спрашивать дальше. Нам не показывают никакую другую женщину в его окружении. Но показывают, что мужчина семейный. Если он семейный, это значит, что он эту женщину не видит рядом с собой в упор. Если он не семейный, ну, значит, скорее всего, женщины на самом деле нет. Давайте спросим так. Хочет ли он, планирует ли он найти себе любимую женщину, допустим, взамен вас, да? Видит ли он для себя возможность флирта? В идеале, да. Думает о том, что, возможно, встретит женщину, императрицу, с которой он сможет построить отношения, такие взаимно полезные, да, потому что у него все меряется такими очень материальными вещами. Ну, возможно, он и любовь измеряет такими же критериями. Но в настоящий момент он как будто не видит, он закрыт для этого. Это когда-то в будущем. В настоящий момент мне показывают его закрытым. Он как будто говорит, мне сейчас надо решать другие задачи, другие проблемы. Возможно, финансовые. Может быть, у него отношения, любовь связаны напрямую с финансами. Как, кстати, нам вначале тоже показывали. И, может быть, он вообще считает, что он сейчас никому ничего не может дать. Никакой партнерши он ничего не может дать. Но, в принципе, в своей жизни он, конечно, видит эту женщину, императрицу, любимую женщину, да, женщину для семьи, для любви. И он готов будет ей что-то отдавать, но для него важно, чтобы она тоже ему что-то отдавала. Чтобы она тоже что-то давала. Возможно, ему нужна женщина, которая будет финансово независимо обеспечена, по крайней мере, не меньше, чем он.
Какая-то здесь нужна для него финансовая, в том числе, взаимность. Не только эмоциональная, но еще и финансовая. Делает ли он какие-то шаги для этого? Ну, мне показывают, что он сейчас вообще закрыт. Нет, в настоящий момент нет никакой конкретики. Это только мысли, что когда-то у него будет шанс встретить такую женщину. Сейчас он думает только о себе. И даже он страшится каких-то новых отношений. Он еще не отошел вот от той дамы, от королевы чаш он не отошел, от своей любимой женщины. Он еще не отошел, он не оторвался от нее эмоционально. И он сейчас чувствует, что он закрыт, он не готов. Ему сейчас нужно что-то сделать для себя, для своего собственного восстановления, преодолеть эти страхи, преодолеть свою депрессию. Поэтому он это видит только как шанс для себя, но никаких шагов он не делает. Но я даже не знаю, стоит ли спрашивать про интимную жизнь. Какая здесь интимная жизнь, если у него, как нам показывают, никого нету? Давайте спросим, что происходит в его интимной жизни. Что происходит в его интимной жизни? Есть желание. Опять та же самая перевернутая луна. И колесо фортуны. Есть желание, есть мечты, есть надежды. Но, знаете, если здесь что-то и происходит, то это, скорее всего, самопомощь. Вот так. Потому что, опять же, эмоционально мужчина сейчас в очень плохом месте, в плохом состоянии находится. И вполне возможно, что даже до самопомощи не доходит. Хотя желание есть. Но как только оно появляется, возможно, сразу приходят у него какие-то воспоминания, какие-то мысли. То есть его желания перекрывают его тяжелые чувства, его тяжелые эмоции. И он в этом во всем, как в замкнутом круге, ходит. Желание и какая-то невозможность. У него как будто, знаете, у него есть желание только к одной женщине. Не просто к кому-то. И не просто к самопомощи, да, а вот именно к одной женщине. И поскольку это желание он удовлетворить не может, то, соответственно, оно теряет смысл. И это, кстати, его тоже пугает, потому что у него даже могут такие мысли возникать, что не сделали лишь с ним что-то такое, да, вдруг на него наслали какую-то порчу, проклятие, именно в смысле потенции. Здесь могут быть даже такие опасения. Как он себе объясняет сам вот это чувство к этой женщине и то, что он не может понять, что с ним происходит? Его как будто бы опустили с небес на землю. Вы знаете, он был очень высокого о себе мнения. Он вообще считал, что он не влюбиться не может, и что никакая женщина над ним власть не будет иметь. И вдруг, смотрите, здесь император и пажик. То есть вот, ему просто показали, что он мальчишка, и он влюбился как мальчишка. Ему тяжело принять этот факт. Возможно, он даже не знал о своей способности такой. И он не думал, что его могут вот таким образом окунуть в чувства, которых он даже и не понимает, и понять не может, что с ним происходит. То есть это человек, который привык управлять, привык все раскладывать по полочкам, для него все всегда было понятно, потому что он живет в материальном мире. Он и сейчас остается в материальном мире, именно поэтому он и в тупике в таком, буквально в тупике. Но он понял, что он очень многого не знает. Он оказался мальчишкой перед вами, и, может быть, тут и самооценка пострадала. Но я говорю перед вами, на самом деле я не знаю, да, но я могу предполагать, что это вы, потому что между вами что-то такое произошло. Но вот перед той королевой чаш, любимой женщиной, да, он оказался мальчишкой. Вот так он себе объясняет ситуацию, в которую он попал. Так, давайте спросим о вас.
Что он думает и что он чувствует по отношению к вам. Мужчина сейчас не то, что у него нету интимной жизни, он даже особо-то и не думает о ней. Может быть, там что-то физиологическое такое происходит в его организме, но не более того. Что он думает о вас, что он чувствует к вам? Его мысли. Дьявол. Но он не может отделаться от мысли о вас. От этих чувств он не может отделаться. Думает, конечно, вспоминает. Он не ожидал, что он попадет в такую зависимость от этих эмоций и от вас, от того, что, собственно говоря, вы с ним сделали. Потому что, опять же, он себя всегда видел как очень трезвого человека, способного на поступок, очень логичного, который все видит насквозь, всех видит насквозь. И тут вдруг такое. Поэтому он видит вас как женщину, которая на одном с ним уровне. Вы знаете, если раньше он на вас смотрел просто как на влюбленную женщину или как на объект своего интереса эмоционального или сексуального, то сейчас вы как бы вышли на другой уровень. Он видит вас как королеву пентаклей, как себе ровню, как женщину, которая не менее умна, не менее логична, которая знает себе цену. То есть это женщина, которая не станет прогибаться, не станет уступать. У нее есть огромная ценность и в его глазах, и в своих собственных. То есть для него вы женщина, которая знает свою ценность. И, может быть, именно это его не отпускает, его так приворожило сильно, что он не может отделаться от вас, от мыслей, от этих чувств. Что он чувствует к вам сейчас, на данный момент? Что вы та самая женщина, вот та императрица, о которой он мечтает и говорил, что, может быть, когда-то в будущем. Вы для него та самая женщина в чувствах, да, то есть вот именно те эмоции вы в нем и вызываете, не какая-то другая женщина. А он сейчас чувствует, что это та самая, вот она была та самая женщина. И при этом какая-то невозможность сделать шаг вам навстречу. Или он сам в этом виноват, что он перекрыл для себя эту возможность. Или же он не использовал когда-то эту возможность. Но вот он сейчас чувствует, что он что-то упустил. Были возможности, которые он упустил, которые он не использовал. А здесь перевернутая тройка жезлов. И понимает это прекрасно и сокрушается об этом. Как будто бы вот понимает, что это его вина, что от него что-то зависело, чего он не сделал в свое время. И сейчас его желание к вам намного даже больше, чем было раньше. Если раньше он что-то взвешивал, отмерял, то здесь сейчас у него, вот у нас здесь король жезлов, то есть его желание сейчас намного больше, намного сильнее к вам. Оно разгорелось, возгорелось, пробудилось. Именно, похоже, после расставания. После того, как вы указали ему на дверь. Или сказали, заявили ему свою позицию. То есть вы проявили себя, свою волю проявили. Вот это распалило его желание. Чем больше вы чувствовали эмоций по отношению к нему, да, когда проявляли свою любовь, он как будто раздумывал. А сейчас он ощущает страсть в себе и желание как-то вас заполучить и вернуть, возможно. Но почему-то в настоящий момент он видит, как будто дороги закрыты. Возможно, потому что вы перекрыли ему эти пути, да. И вот он и деться никуда не может, и двигаться он никуда не может. Деться в смысле от этих мыслей о вас, от своих чувств он не может никуда деться. Эмоции там вообще зашкаливают, но дороги-то перекрыты. Хотел ли бы он встречи с вами? Хотел ли бы он все вернуть? Что-то исправить? Видит ли он такую возможность? Конечно, хотел бы. Здесь у нас туз пентаклей сразу выходит. Он бы хотел, чтобы ситуация изменилась в корне. Причем, смотрите, 13-й аркан и справедливость. Да, он бы хотел, чтобы у него был шанс все это исправить, изменить ситуацию, чтобы ситуация перешла на какой-то другой уже уровень,
на другой виток, чтобы ваши отношения как-то перешли на другой уровень, в другое качество. Ну и чтобы как-то восстановилось равновесие, вот для него, по крайней мере. Но для него баланс будет, если вы будете вместе. Вот так вот. Вот это для него будет справедливость. Если он сможет вас вернуть. У кого-то здесь может даже идти речь о заключении брака. Потому что все-таки видит вас как королеву пентаклей. Может быть, кто-то из женщин здесь сейчас смотрит на своего мужа, с которым у вас или развод случился, или временное расставание. И в таком случае мужчина хочет вернуть вас себе как свою жену, потому что он не видит никого другого для себя. И только сейчас он вас оценил по достоинству, понял вашу ценность для себя. Поэтому если вы смотрите на мужа или на бывшего мужа, то да, он хочет полностью перекроить всю вашу ситуацию, перекроить ваши отношения. Будет ли он предпринимать какие-то шаги? Вот смотрите, начали расклад с его личной и интимной жизни, но карты нас ведут туда, куда они хотят нас завести. Нам они говорят то, что они хотят сказать. Будет ли он предпринимать какие-то реальные, конкретные шаги по отношению к вам? Возможно, что да, но сначала он хочет все обдумать, возможно, наблюдает за вами, делает какие-то выводы, шпионит. Он хочет как будто бы убедиться, что он не останется в проигравших, да, что вы будете благосклонны, что вы его не пошлете лесом. То есть он сначала хочет все просчитать, ему нужна какая-то уверенность, ему нужна стабильность. Ему очень тяжело себя ощущать вот этим пажиком, да, потому что он привык быть императором, и он хочет им быть. Он не хочет быть этим маленьким мальчиком, которого могут отчитать, от которого могут отказаться, отвернуться. Он очень хочет снова себе статус императора вернуть. И для этого он сейчас наблюдает, следит за вами, за вашими настроениями, возможно. Но здесь, если есть какие-то конкретные планы, то это такие далеко идущие планы. Это не с бухты-барахты. Потому что все-таки он понимает, что между вами многое такое произошло, что вы сейчас можете на него очень сильно сердиться и злиться. И, может быть, вы вообще не захотите. Потому что, как нам сначала показали, что вы сами приняли решение, и вы его ушли, этого мужчину. Вы его, возможно, заблокировали. Вы не хотите с ним общаться, не хотите с ним разговаривать. Он понимает, что вы можете на него вообще очень сильно злиться сейчас. И он, конечно, не хочет никаких скандалов. Прежде чем он будет предпринимать какие-то шаги действия, он хочет убедиться, что для него будет благоприятная атмосфера, что вы настроены будете более дружественно. Вот такая здесь ситуация. Давайте совет вам, что делать, если он захочет все вернуть. Что делать, если он захочет все вернуть? Королева Пентаклей. Ну, знаете, если у вас с этим мужчиной что-то серьезное, может быть, у вас на самом деле брак или был брак, то вам говорят, попробуй, дай ему шанс. В любом случае, если у вас есть такое ощущение, что с ним что-то может получиться, то дайте ему шанс. Потому что соблазн у вас все-таки будет. У вас будет соблазн. И вам тяжело будет не дать ему этот шанс. Понимаете? Вот еще в чем здесь дело. Что если вы ему этот шанс не дадите, вы как бы пойдете против себя. Вы потом можете пожалеть об этом. Потом может быть очень много сомнений. Здесь вот у нас такая женщина, там есть змейка, которая ее соблазняет, да, с яблочком, и кольцо она держит в руке. То есть здесь, возможно, если мужчина к вам появится с серьезным предложением восстановить отношения или, может быть, даже начать их в новом статусе, да, то да, вам надо попробовать. Иначе вы никогда не узнаете, к чему это могло бы привести. Так что вот такой здесь совет. На этом я закончу свой расклад. Спасибо вам большое, мои дорогие зрители.
Спасибо всем, кто подписывается на канал, всем, кто пишет комментарии. Я вам всем очень благодарна и до следующих встреч. Пока-пока.